Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Марина. Пришло время поменять косметичку, так как уже апрель месяц на дворе. И давайте я вам покажу, что я выбрала в этот раз. Тональные основы у меня все те же. Maybelline Superstay, True Skin, Elf, консилер и консилер Be Perfect. И также я добавляю новый свой BB-крем от Миши. Кстати, он мне очень даже понравился. Мне кажется, на лето это самое то. Также я оставляю вот этот хайлайтер от L'Oreal Lumi Gluteal, если я правильно читаю, под номером 902. Я его смешиваю с тональной основой, и чтобы был такой подсвечивающий эффект. Что я еще оставляю? Так, давайте я покажу кое-что из новинок, что я приобрела. Но я не стала снимать отдельное видео, потому что это был очень маленький заказ. Приобрела я себе новый фиксирующий спрей от бренда Catrice. Слышала хорошие отзывы. Вот именно про эту версию, черную. Fix and Spray Ultra Last. Waterproof, безалкогольное оно, без парфюма. В общем, еще не пользовалась, не знаю, девочки, но слышала хорошие отзывы. Его я беру. Это новинка моя. Также что у меня еще будет то же самое? Ну, то же самое у меня будет для бровей от Catrice. У меня в 20 оттенке тени. Моя подводка, то есть не подводка, это айлайнер для бровей тоже. Я его покупала на сайте Тему. Классный. Здесь, кстати, кисточка, а не фетровый наконечник. Но я его держу вот так вот, потому что он вытекает, если держать его вниз головой, как говорится. Очень стойкий, цвет классный. Я его больше не могу найти, кстати, на сайте. Его больше нету. Так, он у меня будет для бровей. Также для бровей у меня вот этот гель, так как мой от NYX закончился. Весь день он брови не держит. Это такой прозрачный. Здесь, кстати, щеточка. Щеточка я тоже пользуюсь. Вот, тоже, можно сказать, половина уже ушло. Весь день мои брови не держат, к сожалению, но буду пользоваться, пока не найду то, что я хочу. Давайте я вам покажу свои туши. Ну, туши у меня все те же самые. Это Essence я взяла и Max Factor 2000 калорий. Вот, они у меня давно уже, не буду показывать. Ну, все эти туши, я думаю, знают. Также, что у меня? Давайте я покажу вам пудры. Пудру я беру Кларесу. Она мне очень, кстати, понравилась. Я ее оставляю в своей косметичке. У меня в бежевом оттенке. Кстати, под глаза шикарно смотрится. Не делает вам кейки, не трескает. Знаете, есть такие пудры рассыпчатые, которые трескаются под глазами. А она вот именно нет, так как она именно предназначена для глаз. То есть под глаза. Хорошая пудра. Мне она очень-очень даже понравилась. Она вот такая вот рассыпчатая. Мелкого-мелкого помола. Вот ей я пользуюсь. Следующее, что у меня, давайте перейдем теперь к пудрам. Пудра у меня будет вот эта вот от Catrice All Matte. Я ее хорошо, как говорится, узнала, когда брала в Project Pen. У меня в оттенке 02 беж. Хорошая пудра, но тоже перебарщивать ей не надо. Она хорошо лежит на лице, мне нравится. Есть такой сияющий эффект немножко. Также я беру вот эту пудру от Rival de Loop. Она чуть-чуть темновата, но я использую ее больше на шею. Вот она темненькая немножко. На лето подойдет, знаете. Вот, как бы вам показать ее сейчас. Вот она вот такая. Она тоже интересная пудра, мне понравилась. Какой у меня тут оттенок? Оттенок. Девочки, не вижу, если видите вы. А, вот 302.
Также я решила взять в виде подсвечивающей пудры вот этот хайлайтер от Essence. Для хайлайтера это очень деликатно. Это запеченная такая формула. А вот как пудра она мне очень даже понравилась. Она чем-то похожа на Golden Rose подсвечивающая, что есть. Вот у меня она как раз закончилась, и поэтому я хочу ее взять как пудру. Я, кстати, ей воспользовалась уже. Я нанесла очень легкой кисточкой натурал, и прекрасно лежит на лице как подсвечивающая пудра. Попробуйте, девочки, может быть, вам понравится. Мне понравилось. Смотрите, очень красиво. Вот такой хайлайтер я буду использовать как пудру подсвечивающую. Так, еще для глаз все тот же карандаш у меня светлый для подведения слизистой. Это от Essence. Вот такой вот он светленький. Его я беру. Для растушевочной стрелки я всегда использую вот этот карандаш от Golden Rose. Мне он очень нравится. Он стойкий, но есть время его растушевать. Кстати, в оттенке 407. Вот такой он пигментированный. Очень хороший, красивый. Много раз я вам про него уже рассказывала. И решила я взять, попробовать в виде стрелок тоже карандаш от Essence, Каял. Мне кажется, у них всегда есть эти карандаши в продаже. У меня в оттенке 0,8, но он уже такой немножко с шиммером. Он не матовый, вот как вы видите. Смотрите. Он отличается от Golden Rose. Ну, попробую, не знаю, давно я его не использовала. Все лежит и лежит. Следующее, давайте теперь перейдем к лицу. Беру я хайлайтер, вот этот жидкий от Catrice. Шикарный хайлайтер, его можно до сих пор найти в линейке. У меня в оттенке 30. Я его иногда даже использовала как подсвечивающую базу. Тоже прекрасно лежит. Очень красивый хайлайтер. Шикарный просто. Лежит так равномерно, красиво, знаете, без лишних блесток. Ну, очень красивый хайлайтер, девочки. И давайте теперь я вам покажу сухие хайлайтеры я взяла. Вот моя новинка, кстати, я вот заказала вместе со спреем от Catrice. Очень бюджетная цена была на мейкап, и я решила взять. Мне очень понравилось вот это оформление. Это хайлайтер от Revolution Butterfly называется. По-моему, кого-то я из девочек видела. Смотрите, какая красота. Я еще на лице его не пробовала. Ну, хайлайтеры у бренда Revolution все красивые. Они очень даже интересные. Ну да, красивый хайлайтер. Его я взяла. И давайте попробуем. Да, красиво лежит. Розовый я люблю. Гладко, равномерно все. Хороший хайлайтер на первый взгляд. Также давно я не брала хайлайтер от Essence. Старая их версия. Кстати, я не знаю, есть у них они еще в продаже или нет. У меня в оттенке 02. Достаточно яркий хайлайтер, но очень красивый. Тоже без лишних блесток, лежит равномерно. Такой цвета шампань. Вот. Да, смотрите, красота. Также я взяла еще один хайлайтер от Wet n Wild, тоже знаменитый. Он у многих есть. У меня в оттенке 32.1B. Очень яркий хайлайтер, но очень красивый. Тоже такой цвет шампань. По-моему, есть еще и посветлее. Я взяла потемнее. Вот так он смотрится. Очень красивый, тоже яркий. Так, с хайлайтером у меня пока все.
Давайте я перейду теперь к бронзерам. Бронзеры также я взяла от Веденвалд. Вот этот бронзер тоже красивый. Он не яркий, его надо наслаивать. У меня вот в таком вот оттенке. Он такой подсвечивающий. Вот такой вот яркий. Ну, очень тоже красиво. Ну, говорю, надо его наслаивать, так как он не очень виден на лице. Вот такой вот у него красивый золотистый цвет. Также беру бронзер я от Revolution. Очень люблю я бронзеры и хайлайтеры от Revolution. Long Weekend. Тоже очень яркий, кстати, бронзер. Немного подсвечивающий. Рыжий такой. Ну, красивый. Мне очень даже нравится. Давайте отсюда покажу вам. Вот так вот он смотрится. И взяла я еще себе кремовые бронзеры. Так как еще пока не жарко, можно пользоваться кремовыми бронзерами. Также я беру один из кремовых своих бронзеров от Essence. У меня в оттенке 30. Хороший бронзер, мне очень даже нравится. У них достаточно широкая линейка. Есть и с теплым понтоном, и с холодным. Но вот так вот и пачкается. И надо быть осторожной, когда нажимаете. Потому что вот он вот так вот через дырочку выходит. И пачкается, кстати. Вся измазюкалась уже, к сожалению. Так, беру его. Так вот он смотрится. Еще один я взяла бронзер. Это от бренда Shiglem в стике. У меня в оттенке Golden Sun. Хороший бронзер. Извините, но его надо наслаивать, так как он не такой пигментированный и не такой яркий. Вот. Но с одной стороны, это даже очень хорошо, вы не напятните им. Мне очень даже понравилась косметика от бренда Shiglem. Так, его я беру. И давайте теперь я вам покажу румяна, какие я беру себе. Также я беру румяна от Shiglem. У меня в оттенке Plum Wine. Тоже очень даже интересные румяна. Красивые. Тоже их надо наслаивать, потому что они не такие яркие, как вот в стике. Немного суховатые, но зато не переборщите. Они вот такие подсвечивающие. Мне понравились. Следующие румяна я беру новинку от бренда L'Oreal. 630 у меня номер. Классные румяна, очень даже понравились. Но их тоже надо наслать. Они не такие яркие, как кажется. Вот так вот мне очень даже понравились они. Кто-то их сравнивает с Шарлотт Тилбери, не знаю. У меня нет этих румян. Они тоже подсвечивающие. По-моему, в линейке 5 или 6 цветов. И все цвета там шикарные, кстати. Не ошибетесь, знаете. Мне все цвета там понравились. Вот такие тоже подсвечивающие. Но если их растушевать, конечно, они не такие яркие. Вот они у меня будут. Также я беру себе румяна от бренда Essence Blush Crush. У меня в оттенке 90. Это матовый, но в этой линейке есть также и сатиновые румяна. Ну, я взяла вот в этом оттенке. Классные румяна, они всем понравились. Смотрите, они даже не сыпятся. Они мягкие, красивые, прекрасно лежат на лице. Давайте покажу вам сводч. Очень красивые, шелковистые такие, красиво лежат на лице.
Еще одни румяна я взяла. Взяла от бренда Wet n Wild. Так, упаковка в ужасном состоянии, вот так они называются. Это такие сияющие тоже румяна. Ну, их тоже надо наслаивать. Вот такой вот цвет. Видите, да, как передается? Надо брать более такую кисточку, хорошо набитую, чтобы перенеслись румяна. Красивые, нежные, подсвечивающие румяна. Давайте теперь я вам покажу палетки, какие я взяла для лица. Взяла я палетку от бренда Elf. Вот так она называется. Хороший матовый румяна и обыкновенный классический хайлайтер. Вот так это выглядит. Интересно, и хайлайтер, и румяна классические, красивые. Мне нравится. Лежат очень даже гладко на лице, без лишних блесток, если вы не любите блестки. Вот. Также я беру палетку от бренда Essence. Новинка того года. Тоже многие ее приобрели. Здесь есть, кстати, зеркало. Красивая палетка. Мне очень даже нравится. И хайлайтер, и два бронзера. Один бронзер матовый, другой такой более сияющий. Вот, ну, смотрите, бронзер очень сыпется. И хайлайтер. Тоже такая среднего качества палетка. Так, давайте сюда. Вот такая вот палетка для лица. Давайте теперь перейдем к палеткам теням. Начну я вот с однушек и жидких теней. Взяла я вот эту однушку, давно я ее не брала. Как она мне нравится, она просто шикарная. Нанести ее на какую-нибудь подложку. Такие смоки айс, дуохром. Это Catrice. Мне кажется, уже их не найти. Так, давайте покажу вам здесь, смотрите. Какой шикарный перелив. Как же они мне нравятся. Их я беру. Также я беру вот эту палетку от бренда Elf. Так она называется. Я здесь больше пользуюсь... Ой. Больше мне нравится использовать вот эти два шиммера. Но этот слишком темный. Вот. Ну, давайте я вам покажу вот эти блестяшки. Очень красивый тоже. Их я беру. Также я беру вот эти вот жидкие тени от бренда Luxe Visage. У меня в оттенке 01. Очень красивые, нежные. На все подвижное веко. Быстро нанести, растушевать. Просто супер. И давайте покажу теперь палетки. Беру я палетку вот эту от Catrice. Electric Rose. Классная палетка. Мне она очень нравится. Здесь прекрасные шиммеры и матовые цвета. Вот этот цвет я часто использую. Вот этот красивый. Вот шикарные просто цвета. И вот. Классная палетка. Качество у этих палеток просто супер, на мой взгляд. Также я захотела взять себе вот эту палетку от Mo Academy. Так вот она называется.
Очень красивая палетка. Здесь нет зеркала. Вот такие рефилы здесь. Достаточно хорошая пигментация. Шикарные здесь и шиммеры, и сатины. Так, какие бы вам красивые цвета показать? Вот этот красивый цвет. И достаточно яркий вот такой вот шиммер. Вот такие цвета. Вот сатинчик и шиммеры яркие. Эту палетку я беру. И также я хочу взять палетку от бренда Revolution Latte Tasty. Знаменитые палетки. У многих они есть. Мне они очень нравятся. Как я уже говорила, здесь качество есть и хорошие, и не очень шиммеры. Вот. Какие бы вам цвета показать? Все цвета красивые, конечно же. Вот красивый цвет. Давайте матовый вам тоже покажу. Люблю вот этот цвет. Смотрите, пигментация просто супер. Вот красивый тоже цвет. И вот этот для растушевки. Такие вот цвета. Красивая палетка. И цвета. Смотрите, какой тут жирный шиммер. Вот так вот она смотрится. И осталось мне вам показать, какие я беру блески в этот раз. Беру я блеск вот этот от бренда Catrice. Классный. Его до сих пор, по-моему, можно найти в линейке. У меня вот такой вот он цвет. А почему здесь не написано, какой тут цвет, номер? Да, видно, на этикетке было, но я убрала. Такой розовый цвет. Он у меня почти закончился, но я хочу убрать здесь вот эту вот заглушку, как она называется, правильно забыла. И пользоваться. Вот на сводче, может, не видно. Такая вот светло-розовая помада, то есть блеск. Очень комфортный, не склеивает, губы ничего не жжет, не охлаждает. Прекрасный, то есть блеск. Также я хочу взять вот этот от Essence. Его тоже надо уже добить. Уже стерся тут номер, я не помню. Но их тоже можно найти в линейке. Он такой вот с блестками. Блестки ощущаются. Но очень красиво сияет на губах этот блеск. У меня тут уже совсем чуть-чуть осталось. Все, никак его не могу закончить. Также я беру вот это вот масло от Catrice. Здесь все уже ушло. Это вот именно из серии, которая Max, который немного жжет. Но нормально жжет, знаете, не прям вот невозможно терпеть, чуть-чуть. Для меня нормально, не знаю, как для других девочек, но нормально. Spicy чили. Немного жжет, но быстро уходит. Такой маслица. Чуть-чуть дает цвет. Есть аромат. Но аромат какой-то не чили, а какой-то ментол. Вот такой вот блеск. Также я беру вот этот блеск от бренда L'Oreal. Это блеск тинт в таком оттенке. Тоже его мало осталось, но он тоже классный. Такой. Его тоже наносить надо тонким слоем. И он прекрасно лежит на губах. Вот так вот он смотрится.
Мне нравится. И хочу добить уже вот эту помаду от бренда Golden Rose. Это а-ля сделана под бренд L'Oreal. Она такая мокрого эффекта. Тоже красивая. У меня вот столечко здесь осталось. И надо тоже уже как-то добить. Я ее наношу без карандаша. Ну, можно и с карандашом. Это вот такой вот влажный эффект. Очень красивая тоже помада. Я не сказала вам оттенок. Оттенок 0,5. В общем, девочки, вот такая у меня будет косметичка на ближайшее время. Не знаю, насколько. На неделю-две, наверное, буду пользоваться. А потом поменяю, если будет, конечно, время. Спасибо вам, девочки, за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.